Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня вместе с вами будем разбирать очень оригинальный и интересный узор крючком. Узор двуцветный. Схему данного узора мне прислала подписчица Татьяна. Спасибо ей огромное. Если вы хотите, чтобы я разобрала какой-то узор, который вам интересен, но непонятен, оставляю вам почту под этим видео. Присылайте схемы, рисунки узоров. Я постараюсь вам помочь и снять подробный мастер-класс по разбору данного рисунка. Этот узор мне понравился тем, что он смотрится, как будто в нем ввязаны такие мотивы. Он двуцветный, и при вязании одного ряда вот можно применять цвет контрастный, и тогда такой интересный эффект получается, как будто узор связан с мотивами. Но на самом деле он вяжется по рядам. Конечно, схема непростая, но я вам подробно покажу, как выполняется каждый ряд. Итак, приступаем к вязанию. Для вязания данного узора я выбрала вот два контрастных цвета. Можно даже использовать ниточку с разным составом. Здесь я вязала синий цвет, это полухлопок, и бежевый цвет, это полушерсть. Главное, чтобы ниточка была одинаково по толщине. И использую согласно толщине ниточки крючок у меня номер 2,5. Для начала вязания данного узора набирается цепочка воздушных петель, раппорт узора кратный 16 петлям плюс 1 петля и плюс 3 воздушные петли для подъема первого ряда вместо первого столбика. Привожу схему узора с крупным планом. Если хотите, делайте скриншот или копируйте схему себе по ссылке под видео, чтобы вам было удобнее вязать. Итак, начинаем вязать первый ряд. Вместо первого столбика набрали 3 воздушные петли. Теперь вводим крючок в 4-ю петлю от крючка и провязываем столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля. Из этой же петельки вяжем еще один столбик с одним накидом. Далее вяжем столбик без накида, отсчитываем от первой петельки 3 воздушные петли и в 4-ю вводим крючок, провязываем столбик без накида. Далее выполняем 2 арочки, 5 воздушных петель. Набираем 5 воздушных петель и закрепляем арочку через 3 воздушные петли. В 4-ю вяжем столбик без накида. И еще одна арочка. Также отсчитываем 3 петли и в 4-ю столбик без накида. Далее вяжем веер. Делаем на крючок накид, отсчитываем 3 петельки, в 4-ю вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля. Ту же точку, за ту же петельку вяжем 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и 4 столбик с одним накидом. Далее отсчитываем 3 петельки, в 4-ю вводим крючок и провязываем столбик без накида. И вот получился такой веер. Далее выполняем 2 арочки, 5 воздушных петель. Отсчитываем 3 петли, в 4-ю делаем столбик без накида. 2 арочка, 5 воздушных петель. И также закрепляем столбик без накида через 3 петли. Вяжем следующий веер. Делаем на крючок накид, отсчитываем 3 петельки, крючок вводим в 4-ю петлю и вяжем из этой петельки
4 столбика с одним накидом через одну воздушную петлю. После веера отсчитываем 3 петли, в четвертую вводим крючок и вяжем столбик без накида. И выполняем далее 2 арочки, 5 воздушных петель. Через 3 петельки вяжем столбик без накида. Вновь отсчитываем 3 петельки и вяжем столбик без накида. И в конце цепочки вяжем вместо полного веера половинку. Делаем на крючок накид, последнюю петельку вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, второй столбик с одним накидом и вместо воздушной петли еще 3 столбик с одним накидом. И на этом первый ряд завершен. Далее сразу начинаем вязать второй ряд и набираем вместо первого столбика 3 воздушные петли и плюс 2 воздушные петли по ряду, то есть цепочка 5 воздушных петель. И вяжем столбик с одним накидом в вершину столбика предыдущего ряда. Далее 2 воздушные петли и вяжем столбик с одним накидом, вот в арочку 1 воздушная петля между 2 столбиками, 2 воздушные петли и вяжем столбик с накидом в вершину столбика предыдущего ряда. Далее 1 воздушная петля и здесь мы вяжем столбик без накида на арочке. Набираем 5 воздушных петель и выполняем столбик без накида на следующей арочке. 1 воздушная петля и здесь на веере необходимо провязать 8 столбиков с одним накидом. Начинаем на вершине вот первого столбика через 2 воздушные петли. Далее между столбиками вводим крючок и провязываем столбик с накидом второй, 1 воздушная петля в вершину столбика. Я здесь пропустила, необходимо 2 воздушные петли набирать между столбиками. Вновь 2 воздушные петли. Далее между столбиками вводим крючок, вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. В вершину третьего столбика вот вводим крючок, вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли. Между столбиками 2 воздушные петли и последнюю вершину столбика вяжем столбик с накидом, далее 1 воздушная петля и вяжем 1 арочку, столбик без накида, 5 воздушных петель и столбик без накида на вершине следующей арочки. Вот видите, веер готов, между ними 1 арочка. То же самое вяжем второй веер, вяжем арочку на вершине вот 2 арочек предыдущего ряда и в конце выполняем половинку. В конце второго ряда выполняю половинку веера. После столбика без накида на центре арочки 1 воздушная петля и здесь мы вяжем столбик с накидом на вершине столбика, далее 2 воздушные петли, между столбиками столбик с накидом, 2 воздушные петли, далее в вершину столбика столбик с накидом,
2 воздушные петли, и получается на вершине 3 петель подъема тоже столбик с одним накидом. Далее поворачиваем работу и начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду мы будем вязать такие необычные элементы. 1 петля подъема и столбик без накида в вершину первого столбика. И далее набираем цепочку 11 воздушных петель. После делаем на крючок 2 накида, отсчитываем от крючка 6 петелек и в 7-ю петельку вводим крючок, провязываем столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля, вновь делаем 2 накида, через 1 воздушную петельку провязываем 2 столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля, делаем на крючок 2 накида и вот в первую петельку цепочки провязываем 3 столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля и выполняем столбик без накида в арочку между столбиками. Далее выполняем арочку 3 воздушные петли и закрепляем ее между столбиками веера. Еще 1 арочка, 3 воздушные петли и между столбиками столбик без накида. Вновь арочка, 3 воздушные петли и теперь на вершине арочки из 5 воздушных петель столбик без накида. Вновь 3 воздушные петли, между столбиками следующего веера столбик без накида. Еще арочка, 3 воздушные петли и столбик без накида между следующими столбиками. Далее еще арочка, 3 воздушные петли и столбик без накида перед центральным столбиком веера. И на вершине веера мы вяжем точно такой же язычок, как в начале ряда. Набираем цепочку 11 воздушных петель. Далее делаю 2 накида на крючок, отсчитываю 6 петелек, в 7-ю ввожу крючок и провязываю первый столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля, через 1 петельку 2 столбик с 2 накидами. Вновь 1 воздушная петля, делаю 2 накида и в первую петельку цепочки 3 столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петелька и закрепляем этот язычок вот между столбиками далее по вееру. И начинаем вязать арочки из 3 воздушных петель. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 арочек должно быть связано до вершины вот следующего веера, где мы выполняем точно такой же язычок. Итак, вяжем 3 ряд. Заканчиваю вязать 3 ряд и над последним полувеером я связала точно такой же язычок. После столбика с 2 накидами вот 1 воздушная петелька и закрепляю язычок вот здесь же на вершине как бы последнего столбика, столбик без накида. И далее по сути уже можно начинать вязать 4 ряд, так как этим же цветом мы будем только уже вязать новый раппорт. Но для перехода к новому ряду необходимо выполнить как переход до вершины вот этого язычка. Набираем 1 воздушную петлю
И делаем соединительный столбик вот в вершину столбика, повернув работу. Вновь 1 воздушная петля, делаем вершину столбика соединительный столбик, еще раз воздушная петля, соединительный столбик, воздушная петля, и здесь вот верхнюю арочку соединительный столбик. Далее эту петельку можно вытянуть, чтобы ряд не распускался, и начинаем вязать 4-й ряд узора. И по сути это последний ряд раппорта в высоту, используя нить другого цвета. 4-й ряд приходится раппорта узора нужно будет вязать всегда с одной стороны, и мы будем всегда обрывать нить в конце ряда и вновь присоединять для вязания следующего раппорта этот цвет. Присоединяю нить на верхушке вот этого язычка. Делаю 1 петлю подъема и столбик без накида вот в верхнюю арочку. Далее 3 воздушные петли и столбик без накида в эту же арочку. Далее набираю 5 воздушных петель. И по схеме тут идут интересные столбики с пышным основанием. Делаем на крючок накид, вводим крючок вот в первую арочку, получается между столбиком с 2 накидами и вот столбиком без накида. И провязываем только накид. Вновь делаем на крючок накид, вводим крючок за арочку, провязываем только накид. И также 3-й раз. Далее провязываем 3 петельки только. И еще одно действие, это вершина столбика. Получается вот такой столбик с тройным пышным основанием. Вяжем следующий столбик между столбиками. Также провязываем 3 раза накид. Далее 3 петельки провязываем и выполняем вершину столбика. Таких пышных столбиков всего нужно связать 12. Вот между следующими столбиками вяжем 3-й пышный столбик, или точнее столбик с пышным основанием. Четвертый столбик вяжем из арочки 3 воздушных петель. И далее 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й столбик вяжем вот из арочек по 3 воздушные петли, которые и еще 3 столбика вот по стороне язычка, между столбиками 2 и вот на верхней арочке. Я закончила вязать 12-й столбик с пышным основанием. Вот такой получился полукруг из пышных столбиков. И теперь смотрите, в 4-м ряду мы еще провязываем внутри вот этого мотива еще один ряд. Поворачиваем работу как ряд в ряду, 3 воздушные петли и вяжем столбики с 1 накидом. Вот на вершине столбика следующего провязываем столбик с 1 накидом, делаем накид, отсчитываем 2 петельки и следующий провязываем 2-й столбик с 1 накидом, вновь отсчитываем 2 петельки, из 3-й провязываем столбик с 1 накидом, делаем накид, отсчитываем 2 петли, вяжем 4-й столбик с 1 накидом и 5-й столбик с 1 накидом вот из вершины 1-го столбика.
Вновь поворачиваем работу, набираем арочку 5 воздушных петель и закрепляем арочку, вот 3 петельки подъема, которую делали перед вязанием столбиков с одним накидом. На 3-й петельке делаем соединительный столбик. Далее 1 воздушная петля на 1-й петельке, делаем соединительный столбик. Вяжем арочку 5 воздушных петель и вяжем столбик без накида вот на вершине язычка. 3 воздушные петли, столбик без накида, и сразу переходим, далее вяжем арочку 5 воздушных петель, ну как начинается повторение. То же самое, как здесь начало ряда. Вот арочка 3 воздушные петли, далее 5 воздушных петель и начинаю вязать столбики с пышным основанием. Вот здесь между столбиками получается 3 пышных, далее по арочке 6 пышных столбиков и еще 3 пышных столбика по стороне язычка. И то же самое вот здесь вначале выполняем первый пышных столбиков, всего 12. Выполнив пышные столбики, провязываем центр, далее переходим и вяжем здесь еще один мотив до завершения вот 4-го ряда. Я закончила вязать 4-й ряд, выполнила на последнем язычке вот арочку из 3 воздушных петель, и по сути вот нить 4-го ряда можно обрезать и закрепить последнюю петельку, так как для вязания этого ряда раппорта в следующем как бы 4-м ряду необходимо будет присоединять нить вновь. А здесь вот предыдущую нить мы протянули до верха язычка, и 5-й ряд будет как 1-й ряд раппорта. Подхватываем петельку, затягиваем ее и провязываем еще 1 соединительную петельку вот из этой 1-й арочки. Далее начинаю вязать 5-й ряд, и по сути это 1-й ряд раппорта. Вяжется он точно так же, как и 1-й ряд по схеме, но только по схеме мы вязали 1-й ряд по цепочке воздушных петель. Здесь уже будем вязать по узору. В начале 3 воздушные петли, далее столбик с одним накидом из арочки 3 воздушных петель, 1 воздушная петля и еще столбик с одним накидом. Далее мы вяжем 2 арочки из 5 воздушных петель, а столбики без накида делаем вот на арочках 5 воздушных петель предыдущего ряда. Вот столбик без накида, 1-я арочка, 5 воздушных петель, закрепляем столбик без накида, на следующей арочке вновь 5 воздушных петель, столбик без накида на следующей арочке, и далее вяжем на арочке вот маленькой 3 воздушные петли, которая была на вершине язычка. Здесь мы вяжем полный веер. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 3-й столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 4-й столбик с одним накидом, и веер связан. Далее вяжем так же, как и здесь над мотивом, 2 арочки из 5 воздушных петель. Провязываем этот ряд и далее идем вязать по схеме. Здесь в конце ряда вяжем также полувеер. Я надеюсь, вам понравился этот узор. Пишите комментарии. Спасибо за внимание и не забывайте поставить лайки.